Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, простой, легкий десерт без выпечки, без духовки и даже без миксера. Берем 15 граммов желатина. У меня вот такой вот листовой желатин, он просто заливается холодной водой и набухает. Вы можете взять обычный гранулированный желатин, который нам всем привычен, и залить его водой. 75 граммов вам понадобится. То есть здесь мы не регулируем, сколько у нас воды, просто чтобы весь желатин листовой был покрыт водой. А если у вас порошковый желатин, гранулированный, то вы его заливаете водой в количестве 75 граммов, 80 граммов и оставляйте, чтобы он набух где-то на 5 минут. Мы тем временем берем 150 миллилитров молока, можно взять сливки, 90 граммов обычного сахара и пакетик ванильного сахара, это 8 граммов. Как я и говорила, вместо молока можно взять сливки. Конечно, со сливками и вкус будет богаче, и более такой сливочный получится сам десерт. Но с молоком он будет менее жирным, поэтому выбирайте, что вам важнее, менее жирный или более сливочный. Молоко с сахаром нагреваем до горячего состояния, но не кипятим. Нужно, чтобы весь сахар растворился. Для начинки я возьму 2 банана. Вместо бананов можно использовать ягоды. Можно взять голубику, малину или же клубнику. Бананы нарезаем на кусочки. Также берем 250 граммов клубники. Итого у нас получается где-то 400-500 граммов ягод, или в моем случае ягод и бананов. Банан, наверное, все-таки не ягода, а фрукт. Поправьте меня в комментариях, если кто знает. Клубнику тоже нарезаю небольшими кусочками. Вообще это идеальное сочетание клубника с бананами. Уже сейчас бананы очень вкусно пахнут и прекрасно дополняются ароматной клубникой. Теперь давайте подготовим форму. Форма может быть абсолютно любой. Можно взять вот такую вот железную форму, можно даже взять вот такой вот стеклянный лоток, можно взять круглую миску или круглую разъемную форму. Если вы будете брать вот такую круглую разъемную форму, то если у вас есть, то можно выстелить ее внутри ацетатной пленкой. Если нет, то выстилайте, как и я, любую из этих форм обычной пищевой пленкой. Я буду выстилать вот такой вот обычной пищевой пленкой обычную мисочку круглую. И второй слой пищевой пленки внахлёст, чтобы покрыть всю площадь миски. Желатин у меня набух, отжимаем его от лишней воды и перекладываем в горячее молоко. Если у вас гранулированный желатин, то то же самое вы делаете и с обычным желатином. Он уже у вас набухнет в воде, и вы вместе его с той же водой в набухшем состоянии перекладываете в молоко. Перемешиваем, пока желатин полностью растворится. Здесь у меня 600 граммов греческого йогурта. Он обязательно должен быть густым. Я беру йогурт без добавок, но в принципе вы можете взять с любыми добавками по своему вкусу. Вместо йогурта можно, конечно же, взять сметану. Йогурт у нас холодный, а молоко с желатином теплое. Чтобы выровнять температуру, добавляю 4 столовые ложки йогурта. Хорошенько перемешиваем. Попробуйте молоко с сахаром, желатином и уже с йогуртом. Оно не должно быть горячим, и желательно, чтобы оно уже вообще было комнатной температуры, благодаря тому, что вы добавляете холодный йогурт сюда. И тогда уже можно вливать вот эту нашу смесь к остальному йогурту. Это нужно для того, чтобы у вас смесь не начала комковаться, потому что если вы будете добавлять горячий желатин в холодный йогурт, то он может взяться неравномерно. Все перемешиваем просто венчиком, можно даже вилкой. Выливаю немного йогуртовой смеси на дно и выкладываю сюда клубнику с бананами. И так будем делать постепенно. Кстати, для этого десерта в принципе подходят любые ягоды и фрукты, кроме киви и ананасов свежих, потому что считается, что они могут препятствовать стабилизации желатина, и десерт у вас не так хорошо застынет. Даже если вы будете добавлять киви или ананас, то добавляйте совсем немножко, чтобы у вас все хорошо застыло. Выливаем всю оставшуюся йогуртовую смесь. Утапливаем ягоды и бананы. Кстати, с бананом получится очень вкусно, потому что он свой аромат сейчас передаст йогурту и
вы увидите, если приготовите, то есть вы попробуйте, если приготовите, как это будет вкусно. Накрываем сверху пищевой пленкой или же крышкой, чтобы никакие запахи из холодильника не проникали в наш десерт. И ставим его в холодильник до полной стабилизации где-то на 6-8 часов. Можно оставить на ночь. Смотрите, обратите внимание, чтобы у вас смесь уже не была теплой, и тогда уже можно ставить в холодильник. Так, наша масса застыла, десерт наш полностью готов, теперь будем его сейчас перекладывать на блюдо для подачи. Накрываю сверху тарелкой и переворачиваем. Все у нас прекрасно отходит, так как мы выстелили миску пищевой пленкой. Уже чувствуется такой вкусный аромат банана и клубники. Посмотрите, какая у нас с вами здесь красота. Никуда не спешим. Для подачи этого замечательного летнего освежающего тортика вы можете приготовить соус из клубники. Я его уже делала, оставлю вам ссылку на рецепт. Там был тортик тоже вот такой вот желейный, но из творога и сметаны. Или вместо сметаны йогурт. Тоже можно использовать. Обязательно попробуйте и этот вариант, который такой облегченный, и тот, который более полезный, потому что в нем еще есть и творог. И в этом рецепте есть клубничный соус. Там все очень легко и просто. Нужно просто перебить вместе клубнику с сахаром. Если хотите какую-то оригинальную нотку добавить, то можно еще добавить немножко мяты в этот соус, и она придаст дополнительную свежесть. И сверху потом поливаете тортик этим клубничным соусом и подаете. Вот такое вот летнее наслаждение. Также хочу вам показать красивое украшение из клубники. Мне всегда очень нравится украшать таким вот образом. Просто нарезаем клубнику тоненькими слайсами. И потом раскрываем как веер. Получается вот такая вот красота. Я хочу использовать для украшения 2 клубнички, которые у меня будут выложены в форме солнышка. Посмотрите, как интересно. И теперь вместе вот так вот объединяете, и у вас солнышко. В принципе, я думаю, может ограничиться и одним, но вот уже так задумала, будут 2 клубнички. Ну что ж, давайте с вами отрежем кусочек этого замечательного летнего десерта. Такие десерты вы можете готовить вместо мороженого. Это и намного полезнее, и тоже очень вкусно. И посмотрите, какой у нас с вами замечательный тортик йогуртовый, супер легкий, супер свежий, освежающий, такой красивезный. И, конечно же, он намного полезнее, чем все покупное магазинное мороженое. Давайте попробуем эту вкуснятину. Еще и клубнику возьму. Это очень классный рецепт, потому что он по-настоящему летний, очень полезный и при этом просто легко готовится, очень быстро. Обязательно приготовьте, потому что это действительно классная альтернатива всем летним десертам, особенно мороженому, потому что здесь состав, который вы знаете, и точно он будет полезен для вашего здоровья. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.